Друзья, приветствую на моем скромном канале. Сейчас самый разгар осеннего сезона начинается, и я хочу с вами поговорить о приманках, которые, несомненно, являются лидерами в ловле щуки, о тех приманках, которые не только ловят, но и еще оправдывают свою цену. Ну и я начну, наверное, с начала осени, которые лучше всего ловят еще по теплой воде. И постепенно перейду к середине нынешнему времени и закончу те, которые лучше работают в конце осени. Хочу я начать этот выпуск с поверхностников и рассмотреть такой воблер, всем известным, как Lucky Craft Malas. В данном случае у меня есть и оригинал, и копия. Оригинал сейчас стоит недешево. И скажу, что этот воблер является неоспоримым лидером. Ловит он лучше, чем всякие попера. Хотя поперов у меня тоже навалом, я их тестировал. Попера ловят отлично, но Малас справляется с этим лучше. Единственный недостаток Маласа в том, что цена оригинала дорогая, а ловит он преимущественно мелкую щучку, мелких шнурков. Поэтому не вижу смысла покупать оригинал в данном случае. Лучше взять пару копий. В таком цвете у меня лучше всего он показывает себя. И ловить ими. Ловит он над поверхностью травы хорошо. Проводка его несложная. Причем он очень активно играет. Его можно также и заглублять. Не намного, конечно, но тем не менее воблер очень интересный, точнее топ-вотер. И перейдем дальше. Что работает у меня дальше лучше всего в такое теплое время года? Ну и это несомненно, если вы знаете этот воблер, я думаю многие о нем знают. Это Тини Мегалон. И оригинал, и копия, и оригинал. Причем копия у меня тоже ловит не хуже этого воблера. Также он ловит мелкую щуку, но по результативности, я скажу, ему нет равных. Ну, а если вы хотите погоняться за каким-нибудь трофеем, то пожалуйста. Вот вам отличный вариант. Cage Stage Crazy Flapper 4,4 дюйма на офсете без отгрузки. Привлекает он щуку абсолютно любого размера. Единственная проблема, что ну, для кого проблема, для кого преимущество. Лично у меня на водоемах щука небольшая, поэтому, соответственно, заглотить она его как следует не может. Ну, а если попадается трофей, это, конечно, именно то, что нужно. Это отличный силикон, он отлично играет этими щупальцами. Ловлю я им именно на офсете без отгрузки. Над травой он отлично работает. На него столько выходов щуки, наверное, сколько ни на одну другую приманку. Ну, с похолоданием, конечно, я использую уже чуть-чуть совсем другой тип приманок. У меня из этих всех, что я показывал, остается Тини Мегалон. Он у меня ловит всегда, в любое время года. Но единственный недостаток, я повторюсь, ловит он одно шнурье. В данном случае у меня в руках оригинал. Ловит как оригинал, так и копия. Перехожу я с похолоданием. С октября уже использую тот же Тини Мегалон. Перехожу я на вот этот воблер. Советую вам его запомнить. Это Strike Pro Inquisitor 80. В данном случае, несмотря на его небольшой размер и недорогую стоимость, данный воблер может вам поймать трофейную щуку. Очень часто, что на него не берут именно шнурки, а берет именно хорошая щука. Этот воблер меня не раз выручал. Именно в такой расцветке я использую его. Strike Pro Inquisitor 80. Очень отличный воблер. За свою цену лучшего я не знаю, что поискать еще. Ну и естественно, очень странно тот же Strike Pro Inquisitor, но уже в 110 размере. Очень странно, он ловит, ну почему-то на него у меня все время попадается щуки гораздо меньшего размера, чем на тот же 80-й. Почему так, я вам не могу сказать, но скажу тоже, что он ловит отлично, и за свою цену он топ. Также
Когда я облавливаю мелкие участки, я использую такой воблер. Это Strike Pro Glider. Он очень схож на Tiny Megalon по своей игре, по проводке. Strike Pro Glider тоже ловит. Ловит он совсем не так, конечно, как Tiny Megalon. Ну, по размеру воблера и по размеру щуки попадаются гораздо больше. Ну и, естественно, если рассматривать еще какой-то бюджетный вариант, который хотелось бы выделить мне, это Strike Pro Montero 110. Strike Pro Montero 110 ловит отлично. И за свою цену она, конечно, тоже очень неплохой воблер. Ну и, наверное, мы закончим уже с такими более бюджетными приманками и перейдем к сезону более такому глубь осени, когда уже вода холодает, и наступает середина осени. Это нынешнее время. Что я хочу выделить не только из воблеров именно в это время. Именно в это время я бы еще часто использовал, и так я и делаю, но сейчас уровень воды упал, и этой колебалкой не очень удобно ловить. Это Куосама Расанин 20 грамм. 20 грамм Куосама Расанин, очень отличная блесна. Это Куосама Расанин 20 грамм. И когда крупная щука не отзывается, такая же в похожем цвете Куосама Расанин 6 грамм. Это на эту и окунь может влететь, ну и ни один шнурок, если она рядом проплывет, ее не пропустит, конечно. Ну и, друзья, еще хотелось бы мне из воблеров выделить в это же время года, в первой половине осени, вплоть до середины ноября, вот такой бюджетный вариант Strike Pro. Arc Minnow 90. Очень он хороший воблер. Подойдет любому новичку. Прост при проводке. Для него абсолютно не нужен твичевый спиннинг. Можно его продернуть любым лайтом. Он отлично рыскает в траве, между травой, там где она не сильно поднялась. И облавливает эти участки. Не раз на него попадалась мне неплохая щука. Не раз он меня спасал, когда я пытался уйти от нуля, когда совсем ничего не было. Никаких ударов, никаких тычков, ничего. Этот воблер меня выручал. Ну и, друзья, конечно, куда же нам без нашей рудры, да? Ну, про рудру, что еще рассказывать про рудру? Рудру знают все, рудра ловит щук абсолютно разного размера, но, к сожалению, очень часто на нее улетает шнурье, несмотря на ее большой размер. И поэтому я бы не сказал, что рудра у меня в топе. И так как у нас тема именно не по большой воде, то я и не могу выделить в то же время балесонг. Потому что я ловлю слышите, да? Я ловлю на стоячих водоемах небольших береговым спиннингом, а я считаю, балесонг это воблер для большой воды. И вот этот звук на малых водоемах, он скорее отпугнет щуку, чем привлечет. Ну и, конечно, с похолоданием у нас приходит время нашего силикона. Среди силикона, что я могу выделить? Я увлекаюсь больше твичингом, ну и на силикон ловлю не часто. Но этот силикон меня выручал не раз. Единственная проблема, очень много травы и приходится ставить офсет. Соответственно, из 4 ударов щуки реализация, к примеру, 1 или даже из 5. Вот, лучше всего это K-Tech Easy Shiner 3,5 дюйма, да, работает. У меня вот этот Bluegill лучше всего работает цвет. И натуралка. И на втором месте тот же Easy Shiner 3,5. Ну, в таком кислотном цвете. Ну и ближе вглубь осени щука становится менее активной. И использую я уже такой K-Tech Crazy Flapper небольшого размера. 2,8 дюйма. Отлично он ловит.
тоже. Но реализация, как вы понимаете, так себе. Также с похолоданием я использую сквад Минова Джакала 95. Ну и сейчас я хочу вам рассказать про воблер. Про воблер, который осенью у меня топ-1 именно из тех, что я выделил бы оригиналов дорогостоящих, которые стоят свою цену. Это воблер топ-1 из именно крупных воблеров, из тех, на которые я пытаюсь поймать какой-нибудь трофей, неплохую щуку. И как вы видите по надписи, это Orbit 130. И про этот воблер я сделаю следующий выпуск. Поеду с ним на рыбалку, именно на него попробую половить. И не только на него, но использую его в сравнении с другими 130-ми воблерами. Именно он себя, я уверен, зарекомендует на той рыбалке, которую я поеду. Ну, потому что этот воблер проверенный годами. Он меня не раз спасал. И именно о нем я хочу сделать следующий выпуск на моем канале. Интересует меня в плане воблера не его фурнитура. Тут очень крутые крючки. Ни фурнитура, ни другие составляющие, ни игра. А меня интересует в воблере именно два фактора. Цена и уловистость. То есть, стоит ли покупать данный воблер. Так, ну и, конечно, я могу еще немножко рассказать о некоторых других воблерах, которые тоже себя зарекомендовали неплохо. Неплохо себя зарекомендовал Max Quad 128. А еще лучше себя зарекомендовал 115 Max Quad. Это чуть другой воблер. Того уже 115 нету. Воблер в таком цвете. Это если мы берем именно когда еще вода не сильно остыла. Хотел бы я выделить эти два воблера. Ну, как понимаете, у меня тут еще куча воблеров. И Хамсин, и Дуорелис, и Ита Шайнер. И опять же Дуорелис джеркбейт в меньшем размере. И Касадака. В общем, ребят, я все не хочу тратить ваше время, чтобы перечислять. Все эти воблера ловят, и о них мы еще немножко поговорим. Так что я хотел бы выделить из этого выпуска такой воблер, несомненно, по началу осени, как Тинемегалон и топ-воблер Малаз. Потом с похолоданием немного работает тот же Тинемегалон. Малаз уже перестает работать, когда трава падает. Тот же Тинемегалон, Strike Pro Аркминов 90, Глидер Strike Pro, Монтера, Инквизитор 110, Инквизитор 80. Это с похолоданием. Ну, а середина осени и дальше, и до середины ноября, это время больших приманок. Это, несомненно, Рудра. Ну и, грубо говоря, вот этот ряд, он более-менее работает. Ну и, конечно, Куасама Рассанин, да, по холодной воде. Ну и, несомненно, 130-й воблер, который я могу выделить среди всего остальное именно в это время года. Это Orbit 130, именно оригинал. Несмотря на его стоимость, он своих денег стоит. Поэтому, друзья, я выпущу про него следующий выпуск. Дальше на моем канале буду показывать, какие воблера и как работают. Будем ловить не только щуку, будем ловить и мормышить, и различный джиг будет, не только твичинг. В общем, если вам интересно, подписывайтесь. И всем успехов, ни хвоста, ни чешуи.